Добро пожаловать! Я хочу сказать вам всем огромное спасибо за поддержку. Я совсем не ожидала, что за такой короткий срок смогу набрать так много подписчиков. Я очень рада видеть вас всех. Я хочу извиниться за то, что не снимала видео с прошлого года. Простите. Перед тем, как перейти к теме видео, я хочу объявить, что вместо глючки теперь место в разговорных видео, наподобие этого, будет занимать эта Оска. Она примерно похожа на меня в реальной жизни. Таким образом, я хотела немного сблизиться с вами. Но не волнуйтесь, глючка и другие мои персонажи по-прежнему будут появляться в моих видео, но зачастую только в анимационных клипах. Также я хочу рассказать о моем телеграм-канале. В нем публикуются спойлеры к видео, мемы, новости и фанатские работы. Если ты хочешь заранее узнать, о чем будет новое видео или обсудить какую-то тему, то держи QR-код на канал. В описании и закрепленном комментарии я также оставлю ссылку. Перейдем к теме видео. Это мой второй урок по Live 2D. На прошлом уроке я кратко рассказала тебе об интерфейсе, где создается риг. О некоторых вещах я не упомянула, но я расскажу о них в другом видео про фишки Live 2D. Как нарисовать модель? Всю работу я буду показывать на примере такой программы, как Ibis Paint X. Чтобы нарисовать модель с гача-персонажем, достаточно иметь небольшой навык обводки. Скриншотим 3 вида нашего персонажа. Первый вид – это обычный вид персонажа. Второй вид – это вид персонажа без волос. На третьем виде можно оставить только крылья, хвост и прочие детали, которые также нужно отрисовать. Заходим в Ibis Paint X и добавляем наш скриншот. Выделяем все детали и распределяем их на слои. Двигаем их на середину холста, для того, чтобы при изменении размера холста наши детали не обрезались. Потом меняем размер холста. Чем больше размер холста, тем качественнее будет модель. Лично я использую разрешение 2000 на 2500. Теперь обводим детали. Чтобы линии были ровнее, советую использовать инструмент кривая безе. Каждую часть его тела, головы, волос, рта нужно разделить на слои. Размер кисти зависит от вашего стиля. Лично я использую твердую кисть с размером, подходящий под оригинальный лайн. Сейчас я покажу тебе некоторые референсы по разделению слоев. Опирайся на них, когда будешь разделять персонажа. Я показываю лишь базу расположения слоев. Их количество и детализация зависит только от тебя и твоего желания. Каждый референс ты сможешь скачать по ссылке в описании. Глаза. Крылья. Рога. Капюшон. Челка. Уши. Низ тела. Нога. Советы. Первое. Советую отделять лайны покрас головы на слои. Таким образом вы сможете использовать маски на веснушки, родинки и прочие детали. Второе. Каждая часть должна немного налезать друг на друга, чтобы у вас не случились такие казусы при создании анимации. Третье. Обязательно давайте названия папкам и объектам. Это поможет вам не потеряться в слоях. К слову, в старых версиях программы не поддерживался русский язык, поэтому советую называть объекты английскими словами. Экспорт модели. В Ibis Paint X нужно выбрать ваш холст с моделькой, нажать на квадратик стрелочкой и выбрать формат файла PSD с сохраненными слоями. Есть два способа перенести файл на компьютер или ноутбук. Первый способ, которым пользуюсь я. Заходим в Telegram, в личку с самим собой и загружаем файл туда. После заходим в Telegram с компьютера и перекачиваем себе на рабочий стол. За место Телеграма может быть любая другая социальная сеть, которая поддерживает загрузку и скачивание файлов. Второй способ. Заходим в Google Диск, нажимаем на плюсик, потом загрузить обзор и ищем наш файл. После заходим на этот же Google Диск с компьютера и перекачиваем себе на рабочий стол. За место Гугла можно использовать любой другой облачный диск, например, Яндекс. Импорт модели в Live 2D. Есть несколько способов импортировать модель в программу. Первый. Заходим в программу,
Создаем новый проект «Модель» в панели «Файл» и закидываем нашу модельку в программу. Ничего страшного, если модель выходит за пределы рабочего окна, она от этого не сломается и не обрежется. Второй. Можно обойтись без создания нового проекта. Просто закидываем нашу модель в программу. Третий. Нажимаем файл, потом Open, ищем нашу модельку и нажимаем на нее. ArtMesh. Это сетка, состоящая из вершин и линий. Перемещая каждую из этих вершин, изображение можно деформировать, создавая выразительность и движение. Подробнее об инструментах ArtMesh я рассказывала в своем первом уроке. При создании ArtMesh нужно ориентироваться на логику, задать себе вопрос: нужна ли мне здесь вершина? Буду ли я ее двигать? Нужна ли она в анимации или нужна как вспомогательная точка, которая создаст плавность искажений? Или она только будет мешать, потому что окажется лишней? Задаться вопросами о том, что это за объект и как он двигается. Потому что твердым граненым предметом можно сделать более простую сетку. А тонким объектом, например, как ткань и ресницы, нужна наоборот более сложная сетка с большим количеством вершин и вспомогательных точек. Вот что случится с анимацией моргания, если неправильно построить меш. На этом я бы хотела закончить свой урок. В следующем видео я покажу вам, как сделать анимацию и физику глаз. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Я всем отвечу. Спасибо за просмотр. Пока-пока. До новых встреч. Ваш клоун уходит спать.